Привет! Вы на канале Аэропортал, и это рубрика «Самолеты первых лиц государства». И сегодняшний выпуск будет посвящен воздушному флоту президента Беларуси. В нем я расскажу вам о первом самолете президента, покажу, что было внутри, а также расскажу про нынешний борт номер 1 Республики Беларусь. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на нашу группу ВК. Это наш запасной аэродром, и там тоже много интересного про гражданскую авиацию. Ссылку вы найдете в описании. А теперь пристегните ремни безопасности, мы взлетаем. Одним из самолетов президента Беларуси был Ту-154. Его приобрели в 1995 году, специально для осуществления перелетов лидера страны. Борт был построен на самарском авиазаводе «Авианкор». Его регистрационный номер EW85515. Его оснащение было выполнено в VIP-формате и мог принять не 152 пассажира, как в обычной версии, а всего 49. Внешне он выглядел следующим образом. Самолет был окрашен в красные и зеленые тона национального флага Беларуси. У двери нанесена надпись «Беларусь» на кириллице и латинице. На хвосте изображен государственный герб Беларуси. Изнутри самолет выглядел следующим образом. Салон был просторнее, чем в обычной версии. Элементов роскоши в нем по сути не было. Его кресла, как и в других самолетах Туполева, складывались спинками вперед. Борт имел места для президента и его помощников, а также был оборудован отдельным купе для высокопоставленных лиц. На этом самолете президент летал до 2003 года. После борт был передан правительству Беларуси. В итоге данный самолет прослужил 21 год. Его последний полет состоялся в октябре 2016 года. Это был тестовый облет. К слову, в том же году были выведены из флота 3 самолета Ту-154 авиакомпании «Белавиа». Позже, в 2018 году, самолет выставили на торги. Его пытались продать за $2 миллиона. Однако ни этот, ни повторный торг, проведенный месяц спустя, ни к чему не привели. И в результате самолет простаивал на дальней стоянке аэропорта Минска. В итоге в 2021 году самолет был по частям перевезен в город Липки, в авиационный музей. В 2003 году, после передачи президентского Ту-154 правительству, лидер страны пересел на самолет американского производства. И первым из них стал Boeing 737-800 Business Jet. Его регистрационный номер EW001PA. Самолет был построен в Рентоне 22 года назад. Внешне самолет выглядит так же, как и его предшественник, окрашен в цвета национального флага. На хвосте изображен государственный герб, а у двери на 2 языках нанесена надпись «Беларусь». В 2011 году в СМИ появилась информация о намерениях президента Беларуси приобрести еще один самолет. И в мае 2012 года президентский флот пополнился еще одним самолетом американского производства. Это Boeing 767-300 с регистрационным номером EW001PB. Данный борт был построен 19,5 лет назад с VIP-конфигурацией. Также самолет оборудован 2 двигателями General Electric. С 2004 года самолет летал в составе правительственного флота Туркменистана и осуществлял перевозку президента данного государства. Также следует отметить, что в президентском флоте Беларуси помимо вышеупомянутых самолетов числится канадский бомбардиер Challenger 850 и российский Як-40. Более подробно о них я рассказал в статье в группе ВК по ссылке в описании. Возвращаемся к Boeing 767. Внешне данный самолет оформлен аналогично 2 вышеупомянутым самолетам в цветах национального флага с изображением герба и надписями «Беларусь». Переходим к его внутренней начинке. В лайнере можно увидеть белые кожаные сиденья и диваны, а также деревянную обшивку и золотые шторы. Душевая комната украшена драгоценными металлами и камнями. Также борт оборудован кабинетом, спальней и дополнительными рядами для перевозки высокопоставленных представителей. Помимо самолетов, в парке президента Беларуси также числится вертолет российского производства. Это Ми-8 с регистрационным номером EW25049. Данный вертолет глава государства использует, как правило, для осуществления перелетов в пределах Беларуси. Цитата: «Вот, я лечу на вертолете. Я больше летаю, чтобы видеть все. Потому что на автомобиле видишь одно. Но это тоже важно, потому что с вертолета видишь излишние огрехи, которые нельзя мгновенно устранить. И это влияет на сознание мое и так далее. Поэтому едешь на автомобиле, летишь на вертолете, начинаешь сравнивать, делать выводы». Конец цитаты. Если бы у вас была возможность куда-нибудь полететь на одном из самолетов парка президента Беларуси, куда бы вы отправились? И на каком из перечисленных самолетов? Напишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели и поставили лайк.
Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий ролик. Также не забудьте подписаться на нашу группу ВК по ссылке в описании. До встречи!